Всем здравствуйте! Заканчиваю сегодня вот с этой машинкой. Пора ее уже в люди определять. Места много занимает. Так, но хотел показать, тут вот заправка ниток интересная. Такая строгая заправка. Потому что если не правильно заправишь, то будут пропуски. Или вообще строчку делать не будет даже. Я вам сейчас покажу, в чем тут нюанс. Ну и тест все-таки надо сделать. Обширный такой. Хороший. Ну что ж, начнем с заправки. Так, заправка. Тут все стандартно. Пока стандартно. Все тут вот, наверное, я освещение сделаю. Тут безобразный свет у меня. Я без света что-либо делать не могу. Вот так вот сделаю свет. Так, вот все, другое дело. Заправка тут ничего особенного. Так, сюда под скобу. В нити притягиватель. Тут вот регулятор света. Видите, пятно света уменьшим. Так, да, наверное, я вообще его выключу. И вот, что самое интересное. Вот здесь есть скобочка такая. Скобочка такой приличной толщины проволока. И вот надо обязательно продеть в нее. Иначе, я уже пробовал ее игнорировать, вот эту скобу, но ни к чему хорошему это не привело. Вот эту направляйку игнорировать ни в коем разе не нужно. Ну и далее тут стандартно. Машинка это под одну иглу. Под две иглы я не вижу тут ничего. Ну, двумя иглами, я не знаю, шьет кто, не шьет. Считаю, я не шью, так мне кажется, никто не шьет. Да и действительно, две иглы, зачем они нужны? Все равно она не будет шить как промка двухигольная. Стежка не будет такого. Это так, баловство, считаю. Так, заправляем. Сейчас будем прошивать. Так, иголку я поставил толстую. Ну как толстую, 110-ю. Потому как тут шить придется вот кожу. Еще толстая ткань. Ну начнем с самой тонкой. Пускай 110-ка, да, и прошитая 110-ка будет дырки большие делать. Вот, начнем стрейч, трикотаж. Начнем с него. Так. Что? Все отлично по строчке, как мы видим. Так, даже можно натяжение уменьшить. Наверх вытягивает. Все. С трикотажем все хорошо. ХБ слоев 6, наверное, что ли. Так, далее тоже какая-то ткань. Вот я помню, какая-то машинка у меня на ней отказывалась шить. Я не знаю, что за ткань, но она такая довольно-таки сложная для шитья. Не знаю, как она называется. Нитка попала. Так, смотрим.
Все. Эта ткань тоже прошита, в чем я и не сомневался. Далее переходим на толщину. Ну вот у меня еще есть трикотаж, но его не будет видно. Надо что-то светлое выбирать. Вот бязь, очень толстая бязь. Делаем ее в 4, прошиваем. Так. Ну вот, при тестовом шитье устранил небольшой косячок. Вот шток лапки был не по центру и, соответственно, било влево. Я думаю, что такое? Все, сейчас четко игла стоит по центру. Думаю, да что-то не то. Все. Далее пошла джинса. Так, тут что-то у нас под лапку залезло. Тут в конце прохудившееся. Это я с мешка. На утирке у меня идет, ветошь. С мешка тут навыбирал. Джинсовка. Естественно, на отлично. Так, и вот у меня еще есть толстенная ткань. Это полотенце, что ли. Вот сейчас тут под лапку она пролезет, не пролезет, пролезет. Вот еле влезла под лапку. Не сказать, что с легкостью, но вот этот сантиметр ткани шьет как здрасте. Ладно, уберем его. Уберем этот толстенный бутерброд. Так, ну вот, мы прошили кучу всяких тряпочек. Раз, два, три, четыре, пять, 6 видов. Ну и кожу прошьем, куда ж без нее. Тут на ютубе так это вообще бытовые машинки и без кожи, это как? Да кожа причем там чуть ли не седла суют, там сидит чепрак или как она там, я не специалист. Ну вот, допустим, надо куртку подремонтировать, вот курточная. Это для нее семечки. Миллиметра 4 толщина. Конечно, лучше взять иголку по коже специальную там с заточкой под кожу. Но это обычная, это 110 игла, по-моему, да. Видите, она плохо прокалывает ее. А вот той кинжальная заточка, она ее не прокалывает, а прорезает. Вот, все шьет и кожу, как мы видим. Вот, все отлично. Что у меня еще осталось? Ну вот эта ткань, я не знаю как. Очень эластичная. Угу. Вот шьет и ее. Ну вот так покажу, чтобы было видно. Вот так. Все. Сшила. Ну вот такая универсальная машинка. Как, впрочем, и многие-многие другие немецкие. Да,
принципе, если взять ПМЗ 1А, она не уступит. Но это по дизайну, она как-то, ну, другая. То же самое прошьет и ПМЗ 1А, и это прошьет. Они по техническим характеристикам друг другу не уступят. Как-то так. Вот хотел вам коротенькое видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, я отвечу всем. До свидания.